Приветствую всех зрителей на моем канале. В этом видео я покажу, как сделать необходимые каждому кузнецу щипцы. Буду изготавливать самые простые щипцы из трубы диаметром 20 мм. В качестве заготовки отрезаю кусок необходимой длины. Можно брать любое другое железо. Здесь основное понять, как изменить форму материала, чтобы получить нужный инструмент. Следующим этапом надо разрезать трубу на две части по длине. Эти две части станут заготовками для щипцов. Как всегда, при работе с электроинструментом не забываем о технике безопасности. Также потребуется отрезать от каждой из них кусочки 10 и 5 см. Отрезки длиной 5 см распрямляю, они будут служить местом соединения. Дальше фиксирую сваркой все части, тем самым получаю две ручки. Также привариваю 10-сантиметровые куски. Таким образом, у меня получилось изготовить две половинки самодельных кузнечных щипцов. Следующим шагом необходимо просверлить отверстие для фиксирующего болта. Для этого просверливаю в одной ручке отверстие необходимого диаметра. Диаметр отверстия выбирается ровно по диаметру болта для избегания люфта. Чтобы сделать отверстие во второй ручке, накладываем на нее первую как можно ровнее. В случае, если будут мешать углы, сварка или что-то другое, перед сверлением необходимо сгладить поверхности ручек. Когда поверхность и место крепления ручек будет плотно прилегать друг к другу, только тогда делаем отверстие во второй ручке. После этого осмотрю угол открытия щипцов и по необходимости стачиваю помехи. Соединяем ручки болтом с гайкой, под гайку обязательно кладем шайбу. Шайба не даст раскручиваться гайке во время работы щипцов. Металл трубы достаточно мягкий, и его можно гнуть по завершению изготовления щипцов. Таким образом добился ровного соотношения ручек и губок самодельных щипцов. Инструмент в таком виде получился не лучшего качества. Стенки крепления очень тонкие, и по этой причине ручки будут сгибаться в разные стороны. Это принесет массу неудобств, а работа с таким инструментом будет только портить нервы. Положительным качеством инструмента можно отнести использование подручного материала без лишних финансовых затрат. К отрицательным качествам отнесу неидеальность инструмента именно в таком виде. Как устранить единственную замеченную мной проблему, я покажу в следующем видео. Перед работой инструментом будет необходимо убрать все заусенцы с мест разрезов трубы. Оставляйте свои комментарии под видео. Кому информация была полезной, можете поддержать меня, подписавшись на канал. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч.